Привет, любители и профессионалы! На дворе у нас весна, куча заказов, отличное настроение, и я тороплюсь в мастерскую, чтобы поделиться с вами позитивом. Как известно, ребята, мечты сбываются, поэтому на обзоре у нас сегодня печатный станок в мире холодной кофты. По крайней мере, принцип практически ничем не отличается, а именно, когда вставляешь 1000, ну а на выходе получаешь аж 2. Только поработать придется с металлом, ну и, конечно, немного вымазать руки. И да, ребята, как обычно, от меня будет небольшой лайфхак. Я думаю, многие уже поняли, о чем речь, поэтому не буду томить. Сегодня на обзоре у нас не что иное, как прокатный блок для полосы от компании Profi. Вот такая, ребята, она мечта, весом 40 килограмм. А также большое количество непонятных для меня пока вещей и гаек. Ну что сказать, на первый взгляд довольно основательная штука. Внутри, как видим, уже установлен ролик с греческим рисунком. А также в базовой комплектации идет еще один ролик с фактурой дерева. И еще один с рисунком типа елочка или что-то такое. Я думаю, уже пора устанавливать это чудо на станок и посмотрим, что же он все-таки может. Демонтируем основной упор, так как он будет нам мешать. И устанавливаем, не торопясь, блок проката. Кстати, крепится все это через переходник, и учитывая вес самого агрегата и то, что этот самый переходник никак не закреплен, сделать это с первого раза довольно проблематично. Так что, ребята, берегите пальцы. На станке блок проката закрепляется в штатные места двумя болтами. Можно воспользоваться ключом, который идет в комплекте. Но у меня есть свой небольшой помощник. Еще один интересный момент. Если до установки блока вы не отодвинули это посадочное место, куда прикручивается упор в крайнее положение, то и прикручивать вам, соответственно, не к чему. Дальше, ребят, нарезаем полосу 4х40. И тут у нас вылазит первое преимущество владения блоком. Вы всегда можете нарезать и прокатать кусок необходимого именно вам размера. С 2- и 3-метровыми полосами прокатанными, которые у нас продаются, так не получается. Всегда остается какой-то кусок, который ты думаешь, куда бы применить. Итак, все нарезано и подготовлено. И давайте, ребята, прямо с упаковки попробуем запустить наш блок. Посмотрим, что из этого получится. Край заготовки, как видите, я не обрабатываю. Я думаю, что это для него абсолютно не критично. Ну что, первая прокатная полоса, поехали. Как видим, первый пуск оказался у нас комом, потому что направляющая рамка у нас не настроена, а просто прикручена от балды. Дальше я, ребята, конечно, все быстро перенастроил. Делать это гораздо удобнее не с полосой, а с установочной планкой, изготовленной из той же полосы отрезком 30 сантиметров. Также я попытался сделать временную разметку, чтобы потом от нее плясать уже при следующих настройках. И сделал заодно для себя вывод, который озвучу в конце ролика. Планку извлекаем, запускаемся. Ну и вторая попытка. Ну что, ребята, вот оно, есть движение. Прокат пошел. Полоса движется, ролики крутятся, а с этой стороны вылазят первые заработанные деньги в виде греческой валюты. Пока все отлично, по-моему, накатка вполне хорошая. Единственное замечание, что, по-моему, верхнее расстояние немного больше нижнего. Ну, а вот если вы посмотрите, то увидите, что здесь расстояния отличаются. А значит, настройка была неверной. Также, как видим, заготовку у нас уводит именно в сторону прокатного валика. Ну, я думаю, это не критично. Надо поработать с принимающим устройством. Сама же полоса вроде получилась более-менее ровная. Из нюансов на обратной стороне у нас тоже остаются следы от ролика. Неглубокие такие бороздки. В общем, ребята, вывод после первого проката. Станок работает, катает, но надо побаловаться, как говорил один мой друг, с регулировками. И изгиб полосы, как видите, получается именно в ту сторону, где расстояние на рисунке было наименьшим.
Так, дальше, ребята, я, понятное дело, исправил положение направляющей рамки, а также поменял накатной ролик, что сделать, в принципе, довольно несложно. Главное не перепутать расположение шайб, что при второй замене прокатного ролика у меня и случилось. Рисунок немного сместился, заготовка немного испортилась. Но я дальше, после установки ролика с фактурой дерева, попытался прокатать заготовку. Но оказалось, что при полностью затянутых гайках полосу очень сильно расплющивало и деформировало. Поэтому пришлось открутить на 90 градусов все 4 гайки. И после этого прокат пошел как по маслу. То есть, как видим, одна половина полосы с деформацией, а другая нет. Дальше я попытался прокатать рисунок елочка, и именно здесь допустил ту ошибку с шайбами, и рисунок сместился очень сильно. Поэтому, чтобы больше не рисковать, на установочной планке с 25-й полосы я наметил середину, сделал пропил болгаркой, чтобы было лучше видно, и после этих манипуляций уже поймать середину оказалось не так просто, вернее, не так сложно. А вот, ребята, и результат этих телодвижений. И, как видите, промахнулся я всего на пару десяток. Единственная проблема с 25-й полосой — это то, что выпрямляющее устройство выпрямляет ее только в одной плоскости. Поэтому, когда заготовка уже не удерживается направляющей рамкой, то в самом окончании получается небольшой закос. Буквально пару сантиметров, но эти сантиметры надо будет учитывать. В целом, на такой длине заготовки полоса получилась довольно ровная. И если бы этот не закос, то можно даже сказать, что идеал. Кстати, тут мне немного подумалось, что при использовании накатки елочка получается направленный рисунок, что иногда применять не камильфо. Поэтому решил я прогнать эту заготовку еще раз, только в обратную сторону. И я, честно говоря, немного даже удивился, когда на выходе получился просто отличный рисунок. Правда, заготовку при этом нехило уводит, но рисунком я доволен на все 100. Оцените, ребята, ну, по-моему, вполне неплохо. Я уже даже знаю, куда сегодня его использую. Ну, а теперь, ребята, попробуем небольшой лайфхак. Берем лист тройки, трубу 40 на 20, закрепляем, выравниваем и отрезаем полосу. Конечно, вставляем ее в прокатный блок. И на выходе получаем вот такую дешевую прокатную полосу. Правда, накатка получается не такая явная, зато и полосу никуда не ведет. Ну а дальше, ребята, как обычно, подведем промежуточные итоги для тех, кто перематывает ролики и смотрит только конец. Почему промежуточные? Да потому что поработал я на блоке не более часа. И первое, что решил для себя, что для быстрой установки обязательно посажу этот переходник на какой-то эластичный фиксатор. На какой, правда, пока еще не придумал. Второе, что с регулировками до конца я, честно говоря, еще не разобрался. Так, третье. Прокат полосы 4 на 40 получается на отлично. Накатка получается глубокая, ровная, гладкая. Полоса получается прямая. Результат при прокате елочка и греческий рисунок на отлично. А вот когда катаете кору дерева, надо немного отпускать затяжку. Теперь, что касается лайфхака с тройкой. Понятно, что никто не будет резать полосы болгаркой, для этого есть услуги гильотины. Правда, и длина полосы будет определяться возможностью гильотины, а также размерами раскроенного листа. Но все равно идею я доведу до конца, накатка будет более четкая. Для этого надо кое-что всего лишь подпилить. А себестоимость полосы, по моим подсчетам, все равно выйдет гораздо меньше, чем 4 на 40. К тому же я знаю, куда ее применить, поэтому в будущем вы ее точно увидите. И, возможно, идея приживется, главное показать результат. Теперь, что касается полосы 4 на 45, с ней немного все труднее, потому что выпрямляющее устройство выпрямляет ее только в одной плоскости. Ну а больше всего мне понравился рисунок после двойного проката елочкой. И вот так он выглядит вживую на мангале в стиле лофт. По-моему, получилось вполне неплохо, и мангал он абсолютно не портит. А простая накатка елочка уже неплохо прижилась на мангалах в стиле Виктория. Еще я для себя решил, что направляйки для полосы изготовлю каждый под свой размер. То есть на этой детали будет не универсальная прорезь, а нормальное отверстие конкретно под свой размер.
Так, я думаю, сэкономлю кучу времени и нервов, и не надо будет ловить постоянно этот размер, что-то смещать. Просто установил готовую рейку под 40-ю, под 25-ю. Надо будет под 30-ю и под 50-ю. Ну вот и все на сегодня, ребята. Я думаю, в скором будущем вы увидите первое применение накатанной полосы. Но вообще, если понравился обзор и умеешь порадоваться за других, то обязательно ставь лайк. Если умеешь только завидовать, то ставь дизлайк, не бойся. Все равно никто не узнает, что это был ты. Так что, ребята, прямые руки вам в помощь. Мирного неба над головой. Всем удачи, здоровья. Прорвемся.